Привет, YouTube. Посмотри, как он смотрит на вас. Хотел сказать осуждающе. Это он осуждающе смотрит на тех, кто не смотрит это прохождение. Кто не помогает стримеру с решением головоломок. С протекающим краном. С открывающимися матрешками. В общем, ситуация закручивается. Мы узнали, во-первых, что отцом Сюзанны, няней, несправедливо обвиненной и сама типа убившейся, был наш проводник, который, видимо, узнав, что здесь едет Рэтчет, Кассетти, называйте как хотите, уже поздно, фломастер, решил поработать на этой смене. Видимо, напросился, да, сказал, я хочу здесь работать. И он вот сомнительно. Я не хотел, чтобы она помешала. Не значит ли это признанием, что это он и убивал его? Потому что у него были все мотивы. Или это и значит? А это, оказывается, его зять. Типа жених Сюзанны. И они расстались, и Сюзанна такая: ах, у меня есть гордость. И пошла своими плечами трясти икно. Да ладно, Озмонд, и 90% головоломок сам решил. Так что не надо тут обманывать. Тут что-то происходит новое. Я все-таки усы здесь собираю, как-никак. Я все-таки ус. Усик. Александр Усик. Ни хрена здесь нету. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Пойдем нашей американке расскажем, кто ее усыпил. Теперь мы знаем. So, my friend, tell me, you have something new? Ну, давай по снотворному. Mademoiselle, look. I know who drugged you. Fräulein Schmidt and our conductor, Pierre Michel, both admitted putting sleeping pills into your tea. This explains your overdose. They are relieved you are recovering. Michel drugged a passenger? По-моему, она напрямую не On признавалась. behalf of the company, I offer my apologies to you, Mademoiselle Locke. Michel will answer for this outrage. Both of them? I was pretty sure about Fräulein Schmidt, but I admit that I did not suspect the conductor. Как раз проводник. Подожди, она же избегала, говорит, бедная девочка, и начала рыдать. Она не призналась, что она подсыпала. А Поро так безапелляционно сказал это. Покушение, а так оба ж не покушались. Получилось просто типа несчастный случай. Как эти 10 человек внезапно узнали, что Рэтчет не тот, за кого себя выдает, и замешан в убийстве? Ну, каждый, видимо, проводил свое расследование. Они все детективы в некотором роде. I have uncovered multiple connections with the Armstrong case. Pierre Michel is the father of Suzanne Moreau, little Daisy's nanny, and Monsieur Hardman was Suzanne's fiancé. As for Hildegard Schmidt, she was the cook of the Armstrong family. What a coincidence, don't you think? But it's incredible! What are the odds that so many people linked to that tragic affair ended up on the same train? About the same as you winning the lottery, my friend. I wasn't the officer who interviewed Fräulein Schmidt back then, so she couldn't recognize me here on the train. How could they know who I was? There were other passengers who might have. Or she may have seen you when you visited the Armstrong home. It is now clear to me that some of the clues to this elaborate plot were staged for my benefit. Как бровки свои напряг. Во-первых, мне интересно, что там в оригинале было. Там тоже все пассажиры были замешаны. Вот. А во-вторых, хочу сказать, что по сути это продвигает историю, потому что если бы здесь, ну реально было там 2-3 человека всего связанным с убитым, да, и с каким-то там делом, то на этом бы игра закончилась. Мы бы только с ними общались, что-то узнали и все. А тут получается все переплетено. И сюжет каноничный при этом. Вот, видишь. Так, в чем пытаются меня убедить? Нам нужно ложную версию, да? Откинуть, получается.
Убийца сел на поезд в Винковце, убил Рэтчета и сразу же покинул поезд. На меня кто пытается в этом убедить? Но это ложная версия. I'm right again. That happens to me a lot. Красава. Some clues and information collected so far could lead to a hypothesis. The murderer boarded the train in Vinkovsky, killed Ratchet, and then left the train immediately. How did you come to that possibility? Monsieur Hardman told me about a short man with a high-pitched voice who threatened Ratchet. Imagine for a moment that this man, wearing a wagon-lit conductor's jacket, killed him while Michel was on the platform at Vinkovsky. This murderer then hid the conductor's jacket in Detective Locke's room, then fled before the train left. Why choose Detective Locke's room? Why, indeed. Let me re-explain from the А можно не надо? Нет. Ладно. В целом, я уверен, что вообще повествование, вот когда вся линия сюжета раскроется, во-первых, я ни черта не пойму, вот. Но если в начале ее узнать, то она будет звучать максимально логично. Но когда на каждом там из 20 этапов этой операции были какие-то запутанные штуки, и тебя пытаются запутать, то у тебя все в голове перепутается. Что правда, что неправда. Покажется даже, что что-то нелогичное. В итоге это окажется совершенно логичным. Ну, в общем, вы поняли, о чем я, да? Так, получается... Ну, убийца, значит, пробирается на поезд. Так. Вначале вот месье Мишель выходит на платформу. Убивает Рэтчета и выходит через купе миссис Хаббард. Но при этом, типа, спасибо разработчикам за то, что они для тупых по 10 раз повторяют всю картину событий. Вот. Проблема в том, что мне это все равно не помогает. Вот, но это уже другая история. Так. Избавляется от пиджака. Нет. Вначале он оставляет нож. Потом избавляется от пиджака. Потом уходит. И потом Мишель возвращается в поезд. Вот. Я умный. That was easy. Mon Dieu! Oui! That must be it! Everything fits so well! It fits too well, my friend. Other clues lead to a second hypothesis, much more plausible. Наиболее вероятно. Убийц несколько. И все они связаны с делом Армстронгов. Ограбить его хотели, ну-ну. Et voilà. So, we have multiple murderers, all related to the Armstrong case. The murderer from Vinkovsky was a fabrication to turn suspicion away from those on the train. They expected the investigation to be led by some small-town official who could easily be misled. Mr. Poirot? Detective Locke, forgive me. You are an obvious exception. You tracked Ratchet with the tenacity of a bloodhound. Unfortunately for the killers, they not only had you to deal with, but now they had, and I say this with all modesty, the world's greatest detective, Hercule Poirot, dropped into the midst of their meticulous plan. Сколько я золотых усов нашел. Murderers? Multiple detectives? Poirot, please take pity on me. Who is linked to this case and who is not? My poor friend, I have gone speeding out of the station without you. I will continue. Да к черту фильмец, надо книгу почитать, чтобы прям понять канон самый главный. Книгу. Подожди, а где это было? Про Восточный экспресс это отдельная книга была, одна из 34, или как вообще? Кто связан с делом Армстронгов? Ох, я по-любому многое перепутаю.
Так, Наталья. Так, Мэри Дебенхам, она с Арчибальдом, они не связаны вроде бы. Жуан не связан. Антонио связан. Хардман связан. Хаббард, по-моему, не связана, да? Джоанна связана, этот связан, этот связан, этот связан. Ну, этот связан. И Хильдегарда. No. Нет! Not good. Так, я кого-то лишнего добавил. Кто лишний? Плюс книга всегда лучше, да. Я кого-то лишнего добавил. Не-не-не-не-не, не один остался, я кого-то лишнего добавлял. Типа я ошибся с кем. Подожди, так они... не Мастерман. Мастерман вообще левый чел. Ладно, да, согласен. Ну графиня, конечно, господи, она же сестра. Ёшкин кот. Вот говорю, слишком много информации в голове держать надо. Fräulein Schmidt, Pierre Michel, Monsieur Hardman and Monsieur McQueen are all linked to the Armstrong case. I also know that Sonia Armstrong's sister and godmother, Countess Andreni and Princess Dragomirov, are on this train. And finally, Detective Locke discovered that Mr. Foscarelli was the Armstrong chauffeur. If we add Detective Locke and Ratchet, of the 12 passengers in that coach, 9 have a connection with the Только Armstrong трое не case. связаны. What next, Poirot? Or should I say, who? И то пока. It is time to summon everyone. Everyone? Even Dr. Constantine? The train crew other than Michel? Dr. Constantine, yes. I will need him. But we don't want the others. Другие свидетели, 2 I will see человека that their остаются. duties keep them occupied elsewhere. Excellent. I have always thought this moment in a case is much like Rodin unveiling the thinker before a captivated audience. A work of art. Have you not felt that way, Detective? No, Mr. Poirot. I'm happy just to slap the cuffs on him. Well, there is some artistry in that as well, I suppose. Where would you like the unveiling, Poirot? The lounge? Perfect. Then I will gather all the passengers in the lounge. Будет такой суд у нас. Да, все красные хендаи. А здесь мы ищем левшей. Красные халаты. Алые. А просто кошка не поехала. Хотя ей легче спрятаться на самом-то деле, да? Так, вот давай посмотрим, какая сейчас глава считается. Глава 8, развязка. Я вчера открывал прохождение, написано было, что глав 13. На самом-то деле. Может, я что-то путаю? Я говорил. Так, что нам надо вообще? Вагон-ресторан. Так вот он. В смысле, я же отсюда пришел. А может реально просто дополнительный контент они какой-то придумали? Так вот, вагон-ресторан. Чего вы хотите от меня? Так, подайте нам суп, пожалуйста. Вкусный, горячий, наваристый. Not now. I have a dinner to prepare. Would you interrupt Michelangelo or Da Vinci? Конечно, стал бы. Я не знаю, давай пройдемся. Не, ну логично, что мы установили связи всех со всеми и просто теперь финальную картину должны составить, да? Я, кстати, поначалу, вот, ну, как не знающий человек, который никогда в жизни не читал, не смотрел «Восточный экспресс», ну, я вообще про Пуаро ничего не знаю. Я просто знаю, что такой детектив типа существует.
Я думал, что будет как в ромпе, короче. Вначале один умерший, потом еще один умерший. И каждый раз надо было расследовать, кто будет следующим, типа. Monsieur Book, are the train crew locked in their quarters? Yes, they are. Then the stage is set for the final Ну, act. как будто бы финальный акт. Ladies and gentlemen, I have gathered you together to hear my reconstruction of the murder of Samuel Edward Ratchet, also known as Cassetti. There is not one, but two possible solutions of the crime. I shall put them both before you, and I shall ask Monsieur Book and Dr. Constantine here to judge which solution is the correct one. 2 solutions? Mr. Poirot, I am hardly qualified. Nevertheless, your assistance is required. Суд присяжных. Now, you all know the facts of the case. Ratchet was found stabbed to death this morning. He was last known to be alive Хорошо, at Осборн, ты сам будешь решать. 12:37 a.m. last night when he spoke to the wagon-lit conductor through the door. His watch was found to be badly dented, and it had stopped at 1:15. Dr. Constantine, who examined the body, puts the time of death as having occurred between midnight and 2 in the morning. At half an hour after midnight, as you all know, the train ran into a snowdrift. After that time, it was impossible for anyone to leave the train. So, here is my first theory. The enemy, as Ratchet expected, joined the train at Vinkovsky by the door left open by Captain Arbuthnot and Monsieur McQueen, who had just descended to the platform. He was equipped with a wagon-lit jacket, which he wore over his ordinary clothes, and a pass key which enabled him to gain access to Ratchet's compartment in spite of the doors being locked. Ratchet was under the influence of a sleeping draught. This man stabbed him with great ferocity, 12 wounds in all. He left the compartment through the communicating door to Madame Hubbard's compartment. Yes, that's so. Scared me half out of my wits. The murderer thrust the dagger he had used into Mrs. Hubbard's handbag in passing. Without knowing it, he lost a button of his uniform. Then he slipped out of the compartment and along the corridor. He put the uniform jacket into Detective Locke's suitcase to cast suspicion on her. And a few minutes later, dressed in his ordinary clothes, he left the train just before it started off again, using the same means for egress, the door near the dining car. That is the first hypothesis. But there's a Nope. second for that. We must examine the motive for the crime. Why was Ratchet killed? Ну подожди, мы сейчас первую теорию рассматриваем. По первой теории это реально могут быть и ограбления. По первой теории. Тем более там был чемодан, по-моему, мало денег в нем было, да, что-то такое. Но мы сейчас про какую теорию вообще, в принципе? А, мы ко второй перешли? Но он ее не объяснил. Мы сейчас рассматриваем теорию, что просто чувак, короче, зашел, убил и такой от улик избавился. Кому-то в чемодан кинул, кому-то еще. Но при этом спящие люди, короче, количество ранений, да, там левша должен быть. Кто-то же это сделал, здесь несколько человек. Всех эта версия явно устраивает, так как их не заподозрят. И типа всех устроить, что преступника не найдут, жертва этого заслужила. Ну, как будто да. Ну, короче, месть тогда. The motive is clear. Revenge, of course. Nothing was stolen,
And we know that Ratchet had made many enemies. This was a premeditated crime, meticulously planned. Когда был придуман план убийства? Наверное... Не, подожди. Когда он билет вообще заказал? Когда он билет заказал? Грабитель-психопат, разве что. Давай, чатик, да, принимаю участие. Я только за, на самом деле. Мы тут все вместе. Ничего не было украдено, кроме пачки денег, которая оказалась в кармане одного детектива. Только усы. Нас ничего больше не интересует. Не думаю, что они были украдены у Ратчета. Да нет, ну не за несколько месяцев, потому что там суд состоял, ну точнее посадить его там должны были, он с Америки свалил, да, перед отъездом. No, what am I thinking? The outline was conceived long before Istanbul. Так откуда они, бляха-муха, знали, что он поедет задолго до отъезда? За несколько месяцев. Since the kidnapping and death of little Daisy Armstrong, which traumatized many people close to the family. Even when the police concluded that it was Suzanne Moreau, questions remained. Detective Locke continued her investigation, as did others. They became convinced the truth lay elsewhere. We now know who the real murderer of Daisy is. Озван, все хорошо, я слушаю чатик. Но я не думаю, что есть смысл чатику. Ну, чатик-то тоже следит, да, чатик умный. Чатик все знает. It is clear now that Daisy's killer was Ratchet, also known as Cassetti and Michael Clark and how many other names. But of course, many of you have known this for a long time. It is obvious that the 12 stab wounds are not a random number. Dr. Constantine's analysis revealed that some stab wounds appeared to have been caused by a right-handed attacker. Others indicated the knife wielder was left-handed. Some wounds were deep, more than one fatal, yet others were not much more than mere scratches. What can explain these discrepancies? This leads us to an obvious conclusion. They are symbolic. Суд присяжных. Прикинь, просто все, тупо весь состав поезда пришел в комнату к Рэтчету и по одному удару начал наносить по очереди и передавали друг другу нож. Что-то я в чате прочитал, блин, и упустил, кажется. 12 stabs. 12! The same number as a trial jury in the United States. But not just a jury of 12 members condemning him to death, but 12 executioners as well. This self-appointed jury had meticulously planned for everything except Snow. snow. The avalanche that stopped us, as well as the presence of not one but two detectives on the train. They had to improvise, to hastily add clues and false leads. Угу. Ну, во-первых, жидкость явно просто поставили туда, чтобы запутать. Что как бы очевидно, да? Это этот как раз полковник их курил, электронные сигареты. Я вопрос просто первый не понял по поводу того, что они продумали план убийства Ратчета задолго до Стамбула. Поэтому я подумал, как они могли продумать, если выяснилось, что он будет ехать в поезде, можно было только недавно. И если можно было только недавно об этом узнать, значит и продумывать можно было только недавно. Да, они походу тупо все скооперировались и его месили там все вместе. Поэтому кто-то слабее, старушка. Потому что сил мало. Прикинь.
the vial of vaping liquid incriminated Captain Arbuthnot. However, he had a solid alibi confirmed by Monsieur McQueen. Impossible then to suspect him. The conductor's jacket, found in Detective Locke's suitcase, was put there only to cast suspicion upon her. Не, вопрос не в том, фломастер. Я просто не помню, когда Ratchet вообще взял билеты на поезд. Мне так показалось, что недавно. Ну, показалось, но я не знаю точно. Мне показалось, что недавно, потому что там суд в Америке, и он, типа, ему довольно удобно в Европе скрываться. Соответственно, как можно было за несколько месяцев это все сделать? Хотя, с другой-то стороны, может быть, действительно... Да, иначе не достать их было. Вот я это помню, да, что, ну, типа, 140 лет там или сколько, да, этому Восточному экспрессу. Поэтому разбирали все билеты. Но Ratchet-то... Я не помню даты. Там, наверное, была дата, да? Хотя не, в билетах дата не пишется. Ну, короче. This woman in a red kimono does not exist. I don't know which of the passengers it was. It does not really matter. It was just a performance, a charade to introduce another possible culprit to muddy the waters. The time on Ratchet's broken watch was deliberately set to conceal the true time of the crime. All these false leads were intended for me. But I am Poirot. Как он себя любит. I understood the truth. We have a train full of suspects. It's time to identify who the real culprits are. Let's start with Detective Locke. Так. Ну что, может чатику доверить это все? Если это действительно выбор? Может быть, доверим чатику? Жалко, я не научился опросы делать. Она плод игры. Не, ну она не ударила, нет. Она его не била ножом, потому что ее просто усыпили. Осбонд, не включай режим душнилу. Окей, если что-то не нравится, то тебя никто смотреть не заставляет, будем честны. Я, по-моему, про это очень много раз говорил. Стрим сам, как тебе нравится, или смотри тех, кто играет максимально внимательно, ничего не пропускает, и вот как тебе нравится. Поэтому выбирай сам, я ж уже говорил кучу раз. Planting the conductor's jacket in her suitcase was an attempt to implicate Detective Locke, but she couldn't fake her drugged condition. Dr. Constantine can testify that the drugged tea incapacitated her for hours, and she had 2 relapses. Let us move on to Monsieur McQueen. When I told him about Cassetti, he looked very surprised that I managed to make the connection between him and the Armstrong case. He told me, "But I thought we had..." I think he meant. Думал, мы избавились от зацепок. Ну, вероятно. You thought you didn't leave any real clues linking the murder to the Armstrong kidnapping. Moreover, you insisted that Ratchet did not speak French when you knew I had heard a voice calling out in French that was supposed to be Ratchet. Улыбочка такая. Да ударил. Я знаешь, о чем подумал? А мог ли Пуаро выйти на зацепку с этими Армстронгами, если бы в поезде не ехала товарищ полицейский? Если она плод воображения сценаристов, то получается, ну, в оригинале Пуаро и догадался сам, да? Но просто мы даже не знали, что здесь есть такая ситуация. Главное помнить, это они не планировали, ведь Пуаро не должен был ехать как и детективша. Ну да. Что доказывает? А что доказывает?
Зафейлить здесь, я думаю, невозможно. Пуаро такой, не-не-не, надо подумать еще получше. Так, ну, отец, который был прокурором. Вероятно. Я говорю, я сейчас какие-то детали могу уже не помнить. You took some pleasure in leaving me false clues, I think. It was quite annoying. But you told me yourself that your father was the district attorney who handled the Armstrong case. The case haunted my father. At first, he believed Suzanne Moreau had helped her boyfriend, Noah, to kidnap Daisy, even though there were questions that went unanswered, and a young policewoman refused to let it go, continuing to find discrepancies, but never enough to reopen the official investigation. That policewoman sits there. Her name is Joanna Locke. Then tell him. Tell him how in the end my father believed you, how he resigned a job that he loved, racked with guilt that he may have let that monster go free. He died young. Короче, она Broken. виновата. His faith in justice broken. That's what Ratchet did to him. Thank you for your honesty, Monsieur McQueen. Your father is one more victim of the man who called himself Ratchet. Now, I will turn to Ratchet's valet, Monsieur Masterman. Вот с ним мне, наверное, нужна помощь, потому что, ну, вроде как он не фигурировал. Я не думаю, что он его ударил ножом, и, по-моему, он, правда, был удивлен вообще всему случившемуся. Вот он как раз не бил, насколько мне кажется. Вот. Интересно другое, что изначально казалось, что большинство из присутствующих здесь какие-то плохие, злые пособники, преступники и так далее. Ну, то есть, как бы технически преступники, конечно. Вот, но они-то все хорошие. А жертва-то плохая, получается, и все. В оригинале вроде именно каждый пассажир был в сговоре, а тут ехизы уже. Понятно. Ну, этот как будто бы нет. No, Poirot. Remember Ratchet's А, sleeping снотворная. pills. Значит, да. Логично, правда? Ну, я вот честно говорю, я не помню, что там снотворная бляха-муха фигурировала чуть ли не в каждом купе в этой игре. Зубная боль, да, мы ему помогали. Сама работа ничего еще не означает. Ratchet sensed danger close to him and naturally wanted to stay awake. You gave him sleeping pills without his knowledge. Once he was sound asleep, you could do what you had to do in peace. Sir, I'll tell you the truth. I was Colonel Armstrong's adjutant in the war, sir, and afterwards, I was his valet in New York. I'm afraid I concealed the fact this morning. It was very wrong of me, sir, but I knew how suspicious it would look. Is that all you have to say? That's all, sir. Слушай, ну это реально развязка. To leave no suspicious stone unturned, let us move on to Monsieur Book. What? Me? A suspicious stone? Подозрительный камень? Я просто хочу ответить «да». Он аж перепугался, смотри как. Come now, Poirot. Book will have a heart attack if you are not careful. Блин, ну я бы хотел на это посмотреть, если бы мы начали его обвинять. Смотри, если да, смотри, как он перепуганный. А если нет, довольный, жизнь удалась. Ах. Что снимает мой друг? Ну, нашел место для меня в поезде, да, если бы он был в сговоре, то детектива бы, конечно, никто не пускал. Book, my friend, of course you are not guilty. You did everything you could to get me on this train. What madness would cause you to ensure, and I speak with all modesty, that the best detective in the world could be present to witness your crime? But doesn't our friendship count as well? Most assuredly, but a murderer can wear all sorts of masks, including friendship. Let us consider our Может, я этого и хотел узнать. wagon-lit conducteur, Pierre Michel. Ну, этот-то, конечно.
Так. Ну, то, что он отец. Ну, как бы логично. No, that Нет? is his motive. I need real tangible Ну, блин, ну а чем proof. не мотив? Чем не мотив? Проводник оказался в одном поезде с убийцей, который, собственно, привел к смерти его дочери. Видишь как. Your admission that you drugged Detective Locke immediately incriminates you, but the murder could not have been possible without your very capable assistance. Your knowledge of train procedures made the murder possible, and your position in the corridor of the train allowed you to be the perfect alibi for several passengers. And your motive? Suzanne Moreau, Daisy Armstrong's poor nanny, who was wrongly accused and committed suicide, was your daughter. C'est un foiré. He got what he deserved. My poor daughter has finally been avenged. My Suzanne. My child. Let's move on now to Monsieur Hardman, one of 3 detectives on this train. Улыбочка. Злость. Так. Требует не мотив, а доказательства, все верно. Ну да, да. Просто я говорю, само по себе чудесное совпадение, что они в одном купе, получается, были, да? Блин, я не помню. Я помню мотив. Что он жених как раз был Сюзанны. Но он притворялся продавцом. И он, детектив, притворялся продавцом. Но это тоже не прямое явно, да? Какие показания против него у месье Мишеля, я не помню. Наверное, оно. Monsieur Hardman, I think you are a real detective. But you were never hired by Ratchet. Your alibi was that you were watching the corridor to protect Ratchet, which, of course, you never did. You protected Pierre Michel. However, we just saw that his alibi doesn't hold up, so neither does yours. I don't know about the conductor. Being Suzanne's fiancé, you had a substantial motive to punish Ratchet. You used your detective skills, just as Detective Locke did, to hunt him down and finally avenge the death of your beloved. That's right, Mr. Poirot. I do have some detective skills. I never doubted it. Now, Fraulein Schmidt, the lady's maid with the soul of a cook. Прикинь, тупо все, да? Раньше думал, и они еще все друг друга покрывали. Ну, то есть и правда невиновные, да, которые никак не связаны. И, собственно, их и подставили. Единственные невиновные, это всего их несколько человек. Пипец, она дрожит, смотри. А так? У меня лицо вообще не меняется. Я, по-моему, все равно, обвиняем ее или нет. Вот. Да, получается, что подставили как раз таки... Слушай, ну это тоже некрасиво. А им норм будет, ну, типа... Хорошо, отомстили там за своих близких и все такое. А если посадят невиновных? Это как бы коррелируется с их моральным кодексом. Так, тоже подмешала снотворное. Fraulein Schmidt, you told me of your remorse for drugging Detective Locke. I believe you are sincere. However, as the cook of the Armstrong family, you experienced the drama from within. The death of Daisy, then Sonia Armstrong, who died in childbirth, and finally, Suzanne and John Armstrong. So much misfortune in that poor family. The death of this criminal is only justice. Она на орка похожа. Let us move Но on to справедливого Countess орка. Andreni. I was impressed by the earnestness of her husband when he swore to me solemnly on his honor that his wife never left her compartment that night. Should I believe it? Ну, и она тоже. Слушай, а как так произошло?
Мне кажется, или там целая толпа должна была находиться народу, или как? Вначале один удар в грудь, потом чувак с ножом выходит, возвращается там в купе какой-то, передает следующему. Я понял, что по очереди его были, так в разное время? Или они же не могли все вместе собраться в купе? Или могли? Пуаро так там пару раз выглядывал в коридор сам, слышал разные звуки. Да не индивидуально. Если бы это была случайность, что все здесь не в сговоре, и просто каждый добавил, хотя даже не знал ничего. Не-не-не-не-не. Even if it seems logical, it's more complicated than that. I believe Countess Andreni. А, да? А, она не била. А как он так уверен в этом? Для убийства слаба физически, да хрен там. Морально не способна на убийство. Ну хрен знает. Countess Andreni, being Sonia Armstrong's sister, you had Dwarfage every spoiler. reason in the world to want to avenge her. But you were incapable of stabbing someone, even after what he had done to you and your family. The night of the crime, you simply took a sleeping pill. I appreciate the irony that nearby, Detective Locke was also in a drugged sleep. When you awoke, you thought the nightmare was over. Rudolph? Hush, my love. Hush. Excellent transition. I was coming to you, Count Andreni. Не, ну граф, мне кажется, не причастен. Он ее просто оберегал и все. Да, привет, привет. Нужно растянуть вместо его лица. Тупоэзи, не мега пепега пипет. Ты прошел? Серьезно? Поздравляю тебя, поздравляю. И спасибо большое за донатик. Слушай, надо, чтобы Дворф играл в разные игры. Он их потом проходит, у него настроение повышается, и он хочет донатить. Спасибо, спасибо. Да, у нас тут, короче, суд присяжных, по сути. Странно, что моральная неготовность может быть доказательством, потому что, по-моему, это очень субъективно. Можно ли верить в моральную неготовность или нельзя верить? Ты ж не можешь знать всю ее биографию. Ты хоть и Пуаро, но бляха. No, no, Poirot, you're dreaming. Wake up. Короче, граф, чтобы обезопасить свою суженую, он за нее это сделал. Потому что она сама бы не могла, да, и поэтому покрывал ее постоянно. Не, ну, кстати, логично, да? Заметили, как он нас не допускал к ней, потому что понимал, что она сломается и во всем признается, да? И решил сам вместо нее все сделать. Все люди на все способны. Ну, как бы да. Тем более, ну мы хоть и многое выяснили, но я не могу сказать, что мы прямо в деталях биографию каждого человека узнали. Ну, Пуаро. Сделал это вместо мисс. Ну, получается, он мускулистый. Аргумент. Почему вы думаете, что я убийца? Ну, теоретически у вас достаточно силы нанести удар ножом. 12 people, a jury. This was very important to all of you. If Countess Andreni did not stab Ratchet, someone had to take her place. And you, Count, the beloved husband. I've seen how fiercely you love and protect your wife. Enough! I would do anything for Helena. Anything. Even that. Yes, even that. Let's move on to Monsieur Foscarelli. Ну, это-то понятно. Так. Он итальянец, бляха. Осуждаю расизм, осуждаю. Это прикольно, это прикольно. Detective Locke found out that you were the Armstrong chauffeur.
and that you plan to travel on the same train at the same time as Ratchet. That is what made her decide to obtain a ticket as well. Unfortunately, she could not prevent the murder. Have you lost your tongue, Mr. Foscarelli? Oh, Daisy. She was the delight of the house. Tonio, she called me. And Tonio, Mario. She would sit in the car and pretend to drive me. And you, Mademoiselle Olson, a champion for the immigrants, a worthy calling. Не, она ни при чем. То есть в теории возможно обратное, почему вы считаете, что подсудимый невиновен, вы видели, какой он хилый, полностью оправдан. Так у нас, да, один из вариантов такой и был. Типа, женщина, вряд ли она могла убить человека. Марио был итальянцем, Марио убивал грибы прыжком. Фоскарелли итальянец, Фоскарелли убийца. Ну, я считаю, что причинно-следственная связь здесь действительно есть. Тем более, да, он постоянно говорит про спагетти. Человек, который постоянно говорит про спагетти, не может быть... Спагетти. Мне почему-то кажется, что Пуаро не все просчитал. Хотя, блин, не знаю. Мне кажется, что какая-то загадка в полицейской, в Джоанне. То есть, что-то должно быть такое, что отличается от оригинальной истории. Кстати, Алексей, а вы когда-нибудь читали или смотрели про убийство в Восточном экспрессе фильмы? В фильме эта сцена не в поезде была, а где? Они в снег вышли? Мне кажется, что как раз таки она и окажется левшой, потому что это последний не раскрытый вопрос. На снег вышли, чтобы их и оставить там и уехать. Смотрел сериал про Пуаро. А, ну про поезд не видел. Ну типа классическая история, но тоже не читал, не видел. Очень-очень на самом деле сюжет классный. Тут они еще добавили полицейское расследование с убийством 3-летней девочки, и это прям пипец какая жуткая история была. Не. Блин, ну сейчас окажется, что да. А, ну класс. Блин, ну это ж кот из Шрека. Как она могла ударить кого-то? А, может быть, Щеколда? Mademoiselle Olson, you supported Madame Hubbard's story about her connecting door latch. A story that I later demonstrated to be impossible. So... you deliberately lied to me, and you also lied about Mademoiselle Debenham's whereabouts. Enough! I can't take this anymore! I know what you want from me, Mr. Poirot. Very well. Here it is. She was my little Daisy, my angel, so patient. When I patched the scrape. Подожди, а кто она была для семьи Армстронгов? Врачом? But she was so much more to me. She Я просто упустил, забыл. In an ever-darkening world. I've tried to honor her by caring for children who have lost everything. Thank you, Mademoiselle Olson. You too shed light on your part in this mystery. Она была, видимо, медсестрой, получается, да? You were Daisy Armstrong's nurse. I will ask you no more. Значит, ладно, не упустил. It is enough that you have admitted what I know to be the truth, and I understand. Let's move on. Dr. Constantine. You suspect me? I know none of these people. I didn't know Ratchet either. And I've taken a solemn oath to help people, not murder them. Да не, ну Константин-то... Я, блин, если он нанес удар ножом, то я ничего не помню. Опять же, знаешь, что выясняется? Что причина была в том, в какой-то маленькой ложе, которую персонаж сказал в начале игры. 2% текста из всего сказанного за всю игру. И я должен это запомнить был, чтобы как-то притянуть. Ну простите, Никлас не супер внимательный. Слава господи. Если и он был бы убийца, я бы просто ливаю отсюда. Бен Кингсли? Не, Бен Кингсли как раз убийцей мог бы быть. У него лицо слишком такое, знаешь, непростое. Ну, помогал в расследовании. Dr. Constantine was certainly helpful to my investigation, but that does not prove he is innocent. Так это он Пуаро.
Показания. Сейчас скажут, он давал клятву Гиппократа, поэтому он не мог. Не, ну медсестраж ударила. You are one of the few people in this room not to have any connection with the Так это Armstrong отсутствие case. мотива. Moreover, your alibi is confirmed by Monsieur Book, whom I would trust with my life. Да не доказательство это. That is very kindly said, my friend. We now come to Mademoiselle Это не Debenham and по-пуаровски. Captain Arbuthnot, whose relationship was not in doubt from the moment I inspected your room at the hotel. You have a bloody nerve. Indeed, I do. We're getting married. Congratulations. But I would rather talk about your relationship to John Armstrong. Да не связаны они. Так, капитана с Джоном... они эти... подожди, они любовник. Да, я же его когда первый раз увидел, тоже говорю, Нико Белик. Подожди. Да неужели... Я не помню. Как раз вот эти вот, они не были связаны. Мы же выбирали 9 человек, которые были связаны с Армстронгом, помните? И этот капитан вместе со своей любовницей не входил в сделку, так сказать. Солдаты, наверное. My little gray cells did not let me down. Captain Arbuthnot, you served in the army with John. А где было доказательство? What I don't understand is why a man your age is still a captain. One might expect you to be a colonel as well. Ever fought in a war, Poirot? It was war that first brought me to England. Then you know what it's like. There's a shattering sound, and death, and mistakes, acting on intelligence that proved to be wrong. I sent a patrol to their death. Good men, brave men, wasted. John testified on my behalf at a court-martial. I'm not a colonel. I don't deserve to be, you bloody fool. But I'm also not in prison. John remained my best friend until... There, you have my story. Understand now? Archie, calm down, please. You're right, Mary. What you see in me, I don't understand. Oh, Archie, I see in you what John saw. Miss Debenham, I'm sorry. My turn, is it? I'm afraid so. And you have caused me quite a puzzlement. Your connection with the Armstrong family was not obvious. Then I remembered the job you currently hold. Угу. Понятно. Ну, а это просто бляха. Просто любовница его была. Ну да, логично, что если мы символику поняли, да, что 12 присяжных, тогда 3 удара лишних. А у нас было только 9 человек, которые явно были связаны с Армстронгами. Кто она может быть? Учительницей? Предположим, учительницей. That's the right answer. Хотя бы так. You were the teacher of... Ну, Дейзи, вероятно. No, she was the teacher of Countess Andrény. Хорошо. You were the teacher of Helena Andrény, whose maiden name was Helena Goldenberg before she married Count Andrény. Yes, absolutely. Why lie to you? She was an excellent student. Она не намного старше, по ощущениям. Ну да, получается.
А, слышишь, ну так жидкость и доказывает тогда, получается. Это не был ложный след. Он натурально забыл ее там. No. Нет? His vial found at the crime scene was a decoy. Отвлечь внимание, ну на самого же себя? Я понял, если они перекидывали внимание на тех, кто по-настоящему невиновен. То есть ты ошибаешься, он без штрафа тебя поправляет. Да, казуальность. Казуальность. Ну тут реально слишком много информации вот для меня лично. You had one of the strongest alibis, thanks to Mr. McQueen. But his testimony melted like a snowflake. There went your alibi. Poof. Unless you have another one. As for you, Mademoiselle Debenham. Да и ты. Все, короче, виноватые вы. Вот мне бы сейчас вспомнить, о чем они на вокзале общались. Это, я напомню, одна из стартовых сцен вообще была. Смотри, в чем прикол вообще? Здесь 10 плюс персонажей. Ну, то есть 12 получается людей, которые нанесли удары ножом. Плюс члены персонала. Плюс детективша. Ну, в смысле, полицейская. Ну, короче, почти, 15 персонажей в этом поезде, условно говоря. И у каждого есть алиби. И у каждого есть какие-то фразы про другого персонажа. А у того персонажа есть оправдание и алиби про другого персонажа. И в итоге это все нужно держать в голове. Я просто с ума схожу, серьезно. Mademoiselle Olsen was the only one who could confirm your alibi. I think you know where you stand. Very good, Mr. Poirot. Are you satisfied? I will be soon. Now I must turn to Sonia Armstrong's godmother, Princess Dragomirov. А вот и россиянка. Да, и это был... может быть, она левша... Подожди, а мы видели, кстати, она левша или нет? По-моему, как раз и не видели. Может быть, да? Princess Dragomirov, you weren't on my list of suspects at the start, given your social position. I left my social position in a cold country. Do you object to being addressed as princess? I deny people the opportunity. It makes a good story to tell their friends. It also guarantees a good table in the best restaurants. Princess, there is also, forgive me, your extreme physical fragility. It does not stop me when I must be strong. Indeed. Of more importance, though, is the fact that you're the only left-handed person on the train. And the single blow to ratchet from a left-handed person... А я уж надеялся, что полицейская. Weak. Finally, I'm afraid I know the alibi that you shared with Fraulein Schmidt is false. Не, ну старушка You have прикольная. been very thorough, sir. I hope you will permit me to say we are much alike. I am honored. Она директор музея в Санкт-Петербурге, Now между it is прочим. time to end with Mrs. Hubbard, or should I say... В смысле? Linda Arden. If Princess Dragomirov hadn't told me about her relationship with this famous actress, I might not have made the connection. But you are a great actress, madame. Your performance as a flighty, self-involved woman was superb. I never would have guessed something entirely different. As for what ties you to the Armstrong family, it is obvious. Подожди. Это мать Сони. Она ж, по-моему, была актрисой, да? Давай, Дворфич, да мы, в принципе, заканчиваем уже. Она, по-моему, мать Сони была актриса. Мы где-то это читали, где-то была инфа. По-моему, да? Да, это она. Прикинь.
Пуаро I'm right догадался. again. That happens to me a lot. Mrs. Hubbard, you are the mother of Sonia Armstrong and Mrs. Andreni. Та-дам. Ну, получается, что так. Не, ну как бы намек... Какие могли быть намеки? Да, мы знаем, что в сюжете была замешана... Ну как замешана? Мы просто знаем, что у этой Сони, которая покончила с собой... А, не покончила, умерла при родах. Была мать-актриса. Все. И еще Драгомирова, да, когда-то в одной из фраз упомянула про актрису. Я, правда, не помню, что она именно упомянула. Как можно было еще догадаться, я хз, черт возьми. Но он, видишь, как-то догадался. Так. Ну, с косметичкой я помню. Она сказала, что не видела... точнее нет. Что она видела, что была заперта щеколда, кажется, да, или не заперта. А мы потом повесили косметичку, она там перекрывала. Madame Hubbard, you really are a remarkable actress. You put so much effort into your character and into staging the murder. I saw it as a perfect mosaic, each person playing his or her allotted part. So carefully arranged that if suspicion should fall on any one person, the evidence of one or more of the others would clear the accused person and confuse the issue. Everything was meticulously planned. But you hadn't expected that Detective Locke and I would be on this train, and the avalanche would block it on the night of the murder. You had to improvise. But again, improvisation would be another of your skills as an actress. So, you came up with the story that the latch on the door that communicated with Ratchet's compartment was hidden by the handbag. I always fancied myself in comedy parts. That slip about the sponge bag was silly. It shows you should always rehearse properly. You know all about it, Mr. Poirot. You're a very wonderful man, but even you can't quite imagine what it was like. That awful day. I was just crazy with grief. So with a certain, we decided then and there that the sentence of death that Ratchet had escaped had got to be carried out. There were 12 of us, or rather 11. Suzanne's father was over in France, of course. First we thought we'd draw lots as to who should do it, but in the end we decided on this way. It was the driver, Antonio, who suggested it. Mary worked out all the details later with Hector McQueen. It took a long time to perfect our plan. We first had to track Ratchet down. Hardman managed that in the end. Then we had to try and get Edward and Hector into his employment. Well, we managed that. Then we had a consultation with Suzanne's father. Captain Arbuthnot was very keen on having 12 of us. He seemed to think it made it more orderly. He didn't like the stabbing idea much. But he agreed that it did solve most of our difficulties. Well, Suzanne's father was willing. Suzanne had been his only child. We knew from Hector that Ratchet would be coming back from the east, sooner or later, by the Orient Express. With Pierre Michel actually working on that train, the chance was too good to be missed. My daughter's husband had to know, of course, and he insisted on coming on the train with her. Hector wrangled it so that Ratchet selected the right day for traveling when Michel would be on duty. And then, at the last minute, you came. Всё, теперь я For the rest понял. of the story, you worked out everything, Mr. Poirot. You were right about all of us. What are you going to do about it? If it must all come out, can't you lay the blame upon me, and me only? I would have stabbed that man 12 times willingly. It wasn't only that he was responsible for my daughter's death, and her child's, and that of the other child who might have been alive and happy now. It was more than that. There had been other children kidnapped before Daisy, and there might be others in the future. Society had condemned him. We were only carrying out the sentence, but it's unnecessary to bring all these others into it, all these good, faithful souls. Что, две концовки будет или нет? You are a director of the company, Monsieur Book. What do you say? Чатик, а вы что думаете? Если нам дадут решение, что выбираем? Opinion, Poirot, the first theory you put forward was the correct one. Decidedly so. I suggest that is the solution we offer to the police.
You agree, Doctor? Certainly, I agree. As regards the medical evidence, I think that I made one or two fantastic suggestions. Then, having placed my solution before you, I have the honor to retire from the case. Дело закрыто. Ус заправлен. Ну, на концовку мы не влияем. Раскройте тайну убийства в Восточном экспрессе выполнено. И в итоге они все равно все умерли от холода. Ну, это конец, ты знаешь. А что же я тогда видел на 13 глав? Тук-тук-тук. Блаженный. Подожди, может нам всю картину сейчас покажут? I'm sorry to wake you up in the middle of the night, Poirot, but it couldn't wait. Давайте There кино was посмотрим. a detail that bothered me in my preliminary autopsy of Ratchet's body. I went back to examine the body and I discovered a wound covered by another. The blow I hadn't seen was delivered by a thinner, sharper blade. So there were not 12, but 13 stab wounds. 12 stabs for 12 jurors. It doesn't work with 13 wounds. The symmetry is destroyed. It can't be one of the culprits who stabbed him twice? Doctor, a different knife was used. There is only one explanation. Somehow, some way, there is a 13th murderer on this trail. We must tell Book. The case is not solved. Сейчас вторая половина игры начинается. Чё? Please, come in. Ah, Book. I see we are moving at last. Yes. The way was finally cleared while we slept. If all goes well, we will arrive in Venice this evening. The train will be there for several hours for refueling and reprovisioning. What do we do with the 13th murderer? Серьезно? I thought about it. There is one clue that was left aside in my investigation. The diary I found in Ratchet's safe mentioned an appointment in Venice. Someone with the initials AW. He will never keep the appointment. But there should be enough time. I must try to keep that appointment for him. Ну все, прощай, Агата Кристи. Начинается новая игра. Подожди, дай другое прохождение открою. Агата Кристи, Murder, Walkthrough. Так, открою сейчас другое, не то, которое я до этого открывал. Это пазлы. Да как будто бы нет. Так, мне интересно. Мне очень интересно сейчас стало. А, я увидел Пуаро. Ну, мы, видимо, все подружились, да, мы не будем сдавать этих ребят. И, как бы, такой, знаешь, моральный, духовный, душевный подъем. Ну, вот и получается, что... Вышли и все расчистили. Я им серьезно говорю. Чаптер 8, Resolution. Потом идет часть 9, Город любви. Часть 10, часть 11, часть 12 и часть 13. Чат, это не конец. Это не конец. Ну... Зато, возможно, будет интересно и тем людям, которые не знакомы с оригиналом. Точнее, знакомы с оригиналом. Не, ну а почему бы нет? Кто хочет, на этом может закончить. Давайте, ну не знаю, такие предварительные выводы. Вот в плане канона... Короче, сделали круто. Мне понравилось.
Мне нравилось, опять же, мне сложно сравнивать, да, у меня нету там синдрома утенка, что-нибудь такое, а вот тут по-другому было, какую-то полицейскую добавили, а не нужно было, зачем ломать оригинал, вот, мне, короче, игра понравилась. Разнообразные головоломки, интересные персонажи, приятная атмосфера в этом всем, вот этот вот контраст между современностью и стариной, вообще прикольно, мне понравилось, вот. Теперь будем передвигаться к следующей части. На этом мы серию закончим. И, видимо, будут еще серии.